Видео снимала 4 апреля. Приятного просмотра. Всем привет! С вами Джина. Сегодня покажу вам один из методов изготовления гнезда для мини-формикария. За идею благодарю канал Aesthetic Ants. Thanks for great idea. I know you watch this. Okay, so let's do this. Как вы уже поняли, я думаю, по первым кадрам, гнездо мы будем делать для моих лазиусов. Я уже рассказывала в одном из своих видео, что данная королева была поймана в Приморском крае. Мы пошли купаться, а матка носилась рядом в песочку. Не знаю, как она там не зажарилась, мне ножки обжигала. Я решила ее прихватить с собой. Посадила в коробок от спичек, а затем купила шприц для инкубатора и поселила ее туда. 2000 километров она проехала со мной в машине до дома. И когда появились первые рабочие, подсоединила стеклянную пробирку. Когда начались трудности с кормлением из-за увеличения их семьи, решила, что пора обзавестись им настоящим домом. И начала делать для них вот этот формикарий из гипса за 35 рублей. Но потом побоялась, что сделала отверстия для вентиляции слишком большими и отдала формик Барбарусам. А это означало, что нужно делать новый. Я пересмотрела кучу видосов, чтобы найти тот вариант, который вы сейчас увидите. Для начала подготовим все, что нам нужно. Гипс, контейнеры, воду, инструменты для размешивания, песок. Теперь примерно отмерим, сколько нам нужно воды для приготовления смеси, чтобы она покрыла дно где-то на 5 мм. Замешиваем гипс до консистенции жидкой сметаны. У меня получился слишком жидкий, делать на глаз для меня было не лучшей идеей, так как опыта не достает. Но это не критично. Заливаем и оставляем минут на 20 где-то схватиться. В это время смочим песочек водой, как если бы мы собирались лепить куличики в песочнице, чтобы он не рассыпался и не растекался. Застыло. Теперь будем насыпать песочек и строить. Еще я сделаю пластилин такого зайчика. Вспомню, что у меня тут лопатка есть. Как только дно подсохло, я намечаю примерное расположение ходов. А теперь плотненько выкладываю песок. Контуры очень удобно поправлять плотной кистью, смоченной водой. Такими аппликативными движениями плотно прибиваю песок, чтобы он сильно не рассыпался, не растекался под действием гипса. В самом начале надо было заранее замерить объем емкости, а я забыла, так что пришлось на глаз вторую часть заливать. Гипс должен быть до краев. Не совершайте моих ошибок. Это, конечно, не критично, но не слишком эстетично.
Правда, есть и свои плюсы. В видеозаселении я вам обязательно покажу. Давайте так, как только на этом видео наберется 100 лайков, я сразу же выкладываю следующую часть заселения. Этим дурацким пластилиновым зайчиком я хотела сделать камеру для увлажнения, но пластилин не хотел приклеиваться, и моя идея провалилась. Ну ничего, высверлю гравером. Это я вам тоже покажу. Гипс заливаю потихоньку, чтобы песок не расплылся. Немного постучу, чтобы пузырьки повсплывали, но не сильно, иначе песок расползется. И отправляю форму просыхать где-то на 4 часа. Так, ну что, поехали. Я очень надеюсь, что все получится, потому что у меня есть большие сомнения, так как я делаю первый раз. Так. Сейчас. Что-то уже происходит. Блин, уже, мне кажется, прикольно получается. Это очень весело. Ну что, вы готовы? Та-дам! Ну вот такой получился. Формикарий, вот такие ходы. По-моему, получилось довольно симпатично. Так, видно вам, нет? Они даже не просто такой формы натуральной получились, у них даже фактура внутри прикольная, такая песчаная. Как будто там какие-то сталактиты. Короче, мне очень нравится. Вот. Еще раз спасибо каналу Aesthetic Ants за клевую идею. Вот здесь, так вот здесь, с этой стороны я сделаю проход на арену. Вот. А пока попробую заселить сюда моих лазюков. Да, кстати, не показала. Вот столько песочка получилось. Ну, грубо, весь песочек, он высыпался. Остался только налипший песок. Налипший внутри ходов. Песок, который высыпался. Последний штрих. Нужно высверлить камеру увлажнения. Но, как вы понимаете, она бы работала, если бы гипс плотно прилегал к крышке. А так мне придется кое-что привнести в эту конструкцию в следующем видео. Все было бы ок, если бы туда заселялся крупный вид. Но в случае таких мелких, как лазиусы, все должно быть точно в притирку. В будущем буду иметь это в виду. В завершение давайте поглядим на последние деньки нашей мини-семьи в пробирке. Им там было очень хорошо, но поверьте, в новом доме им еще лучше. Это самая, не считая моих первых мессоров, хорошо развивающаяся семья в коллекции. Поглядите, как личинки обгладывают уже засохшую личинку знахаря. Желтые хлопья – это огрызки от наногубки. Их рабочие не выносят на помойку к выходу, а зачем-то обкладывают ими расплод. Смотрите, рабочий умывает новорожденную куколку, которая совсем скоро уже начнет бегать и, не успев потемнеть, примется за работу.
Данные кадры я снимала на микроскоп. Если хотите посмотреть на него обзор, то кликайте по подсказке в правом верхнем углу. Там я подробно рассказываю, где его приобрела и как им можно пользоваться. Так как лазиусы довольно мелкий вид муравьев, без него очень сложно за ними наблюдать. Здесь мы можем наблюдать трофалаксис между рабочим и королевой, а также их морфологическую разницу в размерах. Посмотрите, насколько рабочий меньше, чем королева. Удивительно. Ну что ж, давайте закругляться. Жду 100 лайков и выкладываю видео, в котором я покажу заселение малышей. Затем подсоединю такую же маленькую арену и покажу, как им живется в новом домике. Что ж, спасибо всем за просмотр. Не забывайте, что ваша активность способствует развитию канала, а также мотивирует меня на выкладывание новых видосов. Давайте общаться в комментариях. Всем удачи и всем пока-пока! Кто это тут у нас досматривает до конца? Лайк поставил? Сейчас проверю. Все, давай, хватит залипать на ютубчике. Пока-пока.